Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. На сегодняшнем уроке я вам покажу, как я буду вот на такой салфеточке делать принт, на которой салфеточке, которой я обработала бахрому. То есть я повыдергивала ниточки и так оставляю. Я не закрепляю, ничего здесь, никакой машинной строчки нету. Это уже проверено. Я проверяла, стирала в машинке, все оно остается так, как оно есть, потому что оно фиксируется. Если вы даже хотите, чтобы оно здесь не торочилось, можно здесь ниточки завязать, и то это не стоит. Вот такую вот салфеточку вы вырезаете с любого кухонного полотенечка, которое у вас там, или старая скатерть износилась, где-то порвана, вы уже не можете ее использовать. Вы можете порезать на такие салфеточки 32 на 32. Так как я вам уже это показывала, это несложно. Если вы даже неправильно немножко где-то вырезали, косина идет, вы не расстраиваетесь, все это можно подровнять потом. И вот здесь вот даже немножко есть, здесь меньше ширина, здесь чуть-чуть больше. Это подровняется, и здесь ничего страшного нет, мои хорошие. Для того, чтобы не сделать печать, у меня есть вот такой вот трафаретик. Мне нужна вот такая вот посуда, любая, чтобы на эту ширину можно было клей, водичка и акриловые краски для художества. Я беру зеленую, вот у меня зеленая и желтенькая. Вот этим вот красками я хочу сделать трафаретик, который мне хочется нанести на эту салфеточку, чтобы более ее украсить, и она выглядела еще праздничной и более такой привлекательной. Я так вижу свою салфетку в данном случае, так что я вот это вот сейчас сделаю. Что мне нужно? Мне нужно наметить, где у меня будет серединочка. Я могу даже вот так вот сделать, не намечая мелом. Вот так вот ее сложить наполовину и потом на следующую половину. И вот мы видим, что у нас здесь серединочка. Но еще нужно сделать такой вот, я хочу такой интересный рисуночек сделать, чтобы более-менее был такой интересный, и чтобы можно было еще сделать посерединке вот такую вот печать. У меня есть вот такие вот печати. Я покупала такие, это делают специалисты на дереве вот таком вот. А сюда я приклеила пробки от шампанского. И вот так вот очень удобно они, можно работать с ними. Есть вот такие вот рисуночки, есть вот такие вот такие рисуночки. В общем, много есть таких печатей. Можно даже самим делать, но это более такой производственная техника, очень хорошо. Вот. И я бы хотела сделать вот такой вот рисуночек. Что я хочу с этим рисунком сделать? Я хочу такой вот ромбик сделать, чтобы был, можно было вот такой вот ромбик сейчас, чтобы можно было поставить вот такую вот где-то примерно печать. Я вот и хочу вырисовать вот такой вот, ну, примерно где-то так вот. Где-то вот на таком расстоянии, чтобы был
так. Сейчас я еще. В общем, вот такой вот должен быть ромб. Вот так вот. Вот в таком вот состоянии он должен идти в одну сторону. В другую сторону. Значит, я вот так вот делаю от середины в одну сторону и от середины в другую сторону. Вот так вот. И у меня получится вот такой вот как бы ромбик. И здесь так же само в одну сторону и в другую сторону. И все эти вот это вот направление вот так вот. И вот, все, я уже определилась, как я буду это делать. Здесь я сотру, потому что оно нам не нужно, лишние линии. И я хочу это все. Вот такой вот ромбик. Сейчас я вам покажу, как оно будет. Я уже определилась, как оно с одной стороны будет, как с другой стороны, чтобы было параллельно. Вот. И я не могла разобраться. Вот так вот. Вот такой вот ромбик. И чтобы можно было поместить вот в круг такой рисуночек, мне хочется сделать. И вот в таком вот стиле будет у меня рисуночек. Вот такой вот ромбик, очень интересный, оригинальный. И что я делаю? Я подготавливаю для печати. У меня такой тоненький поролончик на, по-моему, здесь на полсантиметра поролончик. И вот так вот выкладываю на поверхность сюда. Его промакиваю водичкой, так, чтобы он был влажный. Вот так вот промокнула, чтобы он был влажный. Вот этот вот ковричек, как мы называем. Вот такой вот ковричек. И что я делаю? Я хочу сделать вот такой вот. Сейчас я выжму. Ну, еще не открывается. Прошу прощения, нужно брать плоскогубцы, чтобы открыть. Вот, открылась. Я давно ими не пользовалась. И что я хочу сделать? Я хочу сделать такой смесь. Выжимаю вот столько краски акриловой. И хочу чуть-чуть налить клея ПВА. Чуть-чуть, чтобы оно держалось при стирке. Не... И вот так вот кисточкой размешиваю нашу красочку с клеем ПВА. И вот так вот еще немножко я добавлю водички сюда, чтобы оно не бралось. Набираю сюда водички и выливаю вот сюда на нашу печать.
не на нашу вот такой, этот поролончик. Добавляю еще чуть-чуть этой краски. Вижу, что мне не хватает. В общем, пропорцию не очень-то зацикливайтесь на пропорции, смотрите на густоту, чтобы оно было густенькое. И вот таком вот нашим. Даже вот так вот можно эту красочку, кисточку в водичку. И что мы делаем? Промакиваем этот наш трафаретик. Вот так вот. Печатью. Если это у меня получится, то будет здорово. Вот так вот. Еще для... Это как бы основа. Я, конечно, попробую это чуть-чуть на другом. И вот таким вот способом я еще наношу на наш рисуночек вот так вот, чтобы оно не было таким. Еще раз вот так вот прохожу, чтобы наша печать была. Немножко склеим. И вот так вот делаю печать по нашим намеченным линиям. Вот такую вот печать. И опять же вот так вот прохожу нашей краской. И вот так вот опять же по линиям делаю печать. И вот вы видите, какой результат нашей печати. По краям, там, где нам не нужно это, лишняя красочка, мы можем убрать. И также с другой стороны мы вот так вот наносим рисуночек. Вот в таком вот виде у нас будет, так как мы вот это вот клей немножко проклеили наш трафарет. И вот так вот распределяем нашу красочку, чтобы не было по бокам, а по этим рисуночкам у нас была краска. Вот, распределяем вот так вот. И у нас опять же еще есть одна сторона. И выкладываем аккуратненько и делаем рисуночек. Все, рисуночек у нас нанесен. Видите, как красиво будет такой вот ромбик. Просто замечательно. Мне нравится это сочетание красным с зеленым.
И что я делаю? Я также наношу на этот трафаретик, который у меня есть, круг. Наношу кисточкой. Чтобы он был покрыт полностью краской. Затем вот промакиваю на поролончике, чтобы распределить все. Вот то, что там краска у нас есть, и чтобы оно зафиксировалось клеем. Вот эта вот часть, все рисуночек, если где-то видите, что где-то не прошло, значит опять же проходите вот этой вот щеточкой, вот таким вот способом, и опять же, чтобы оно прошло с клеем. И вот так вот опять же находим центр вот нашей этого ромбика. И вот так вот у нас будет печать. Просто великолепно. Мне нравится. Очень мне нравится этот рисуночек. Он такой высохнет и будет очень оригинальный. И будет украшать нашу. Еще для такого яркого мы можем еще пустить желтый цвет. Вот, наверное, вот с такого вот рисуночка я хочу как бы подсолнух. Сделаю такой подсолнух красивый по бокам. Не точно. Пускай будет этот, ничего страшного. И вот так вот я наношу. Я не буду сюда промакивать. Оно будет в таком. И хочу вот по углам пустить вот такой вот подсолнух. Желтенький. О! Просто результат замечательный. Сразу придает такую веселую настроение. Просто супер. Мне очень нравится этот принт. Вот. Он такой непонятный, но во всяком случае очень интересная печать. Так что было одинаково, симметрично. Вот так вот я наношу. И у нас замечательный рисунок. Я очень довольна. Давайте я еще... Я люблю экспериментировать. У меня все это в потоке. Я хочу еще... Это одно, а это немножко иначе. Ну, я это возьму немножко иначе. Мне тоже хочется что-то другой рисунок с другой, по другим бокам. Он, по-моему, одинаковый, но что-то с серединкой там по-другому. И вот так вот я наношу эту акриловую красочку. Просто. Так, чтобы эти края. И вот так вот я нанесла акриловую красочку для художества.
И вот так вот эту ставлю печать. Прижимаю. И вот так вот оно у нас смотрится. Просто супер. И еще раз на противоположном углу еще намечу. В принципе, даже то, что вот этот поролончик, он нам практически даже не нужен, но это как бы для себя мы фиксируем наш рисунок. И в таком состоянии оно будет. Вот я опять же нахожу середину. И вот так вот делаю наш рисуночек. Все. Печать, принт я нанесла на свою, сделана своими руками бахрому на бюджетной ткани. Это был у меня кусочек, и я вот так вот сделала с этого кусочка неповторимый, эксклюзивный рисунок и неповторимую эксклюзивную салфеточку, которая вас будет радовать всегда на столе. Оно будет прекрасно выглядеть. Я еще хочу, наверное, сделать поверх этого зеленого рисунка еще желтенький. Мне подсказывает в потоке, что я могу это сделать поверх того зеленого. Еще желтенький рисуночек. И будет просто потрясающе. Я беру, вот нанесла на этот рисунок, который я делала по центру. И хочу еще сделать желтеньким, чтобы оно было красочным и красивым. Вот так вот я примерно навожу, где у меня был рисунок. И на этот зеленый я наношу желтый. Вау! Просто супер! Посмотрите, какой результат этого оттеночка. Просто замечательно. Мне очень нравится. Все это я делаю в потоке вместе с вами, мои хорошие. И мне это очень понравился, этот рисуночек, этот, который вот здесь вот пупырышки мы можем убрать. Вот так вот иголочкой аккуратненько. У меня ногти, но мы можем убрать это иголочкой или чем-то другим. Вот так вот. Вот это вот там, где пупырышки эти. И результат просто замечательный, мои хорошие. Я очень довольна этой салфеткой. Эта салфетка у меня будет на столе лежать. И она будет мне давать настроение. И я буду всегда с ней радоваться своей работой. Это потрясающая, такая веселая такая салфеточка. Просто замечательная. Как она смотрится вот так вот. И ее можно будет стирать. Это все вытрется, вот эти вот, которые там мелочек. Просто потрясающий рисунок. Я очень довольна, что это у меня шло все в потоке. И я вместе с вами сделала эту потрясающую салфеточку. Просто потрясающую. Вот такой вот интересный рисуночек, ромбик. И вот эти вот все печати, принт.
как принято сейчас говорить, принт. Вот так вот я нанесла эти рисунки, не затрачивая. Просто у меня были эти трафаретики, я их покупала очень давно, просто ради интереса мне хотелось. А сейчас я решила с вами поделиться, как я буду делать этот принт на рисуночке. И я смотрю, не перебилась ли на скатерть. Все нормально. И не затрачивая больших денег, я сделала этот принт. Это можно будет смыть под краном сразу же, чтобы не было этих... Вот так вот оно смывается, убирается. Вот такой вот. Это наша красочка. Все это убирается. И мы можем делать следующий рисунок, чтобы было чистенько. Это я пойду помою все под краном. Вот такой вот принт я нанесла вместе с вами, в потоке с вами. Очень я довольна этим результатом. Я люблю своими руками что-то делать, и оно приносит радость, настроение, и оно у меня будет на столе, и я всегда буду вспоминать, как я вместе с вами делала этот принт на своей, сделанной своими руками салфеточке из ненужной кусочка ткани, с которым я просто сделала потрясающий золотой результат, мои хорошие. Оно будет просто радовать глаз и украшать мой стол. Вот так вот, мои хорошие, вот такая вот салфеточка у меня получилась в моей работе. Просто потрясающе. Я очень довольна своей работой. Эта краска у меня лежала очень долго, но я ее все-таки использовала. Я очень довольна, и я надеюсь, что вам тоже этот результат понравится. У меня еще есть такая салфеточка, так что я тоже сделаю на ней принт, можно так сказать. И вот так вот можно своими руками сделать потрясающую вещь, которая вас будет радовать всегда, мои хорошие. Просто потрясающий рисунок. Нанесли принт на льняную салфеточку. Я очень довольна, мои хорошие. Так что пробуйте. Из ничего вы можете даже показать своим детям. Они могут так же само сделать такие прекрасные настольные салфеточки, с которыми вы можете пользоваться, и каждый день они у вас будут лежать на столе и вас радовать, мои хорошие. Я не знаю, даже не могу подобрать этих слов, которые я довольна этим принтом, этой салфеточкой, потому что мне так хотелось сделать что-то с этих печатей, что-то такое интересное, полезное, чтобы радовало глаз. Вот вместе с вами я это сделала. Это займет немного времени, это займет 5-10 минут, и у вас салфетка готова.
мои хорошие, пробуйте, делайте, оно будет вам приносить радость, настроение, и даже ваши гости будут всегда радоваться вашей работой и будут восхищаться вашими идеями, мои хорошие. Желаю вам самого-самого наилучшего, самого лучшего настроения, солнышко в вашем сердце, в вашей душе, и чтобы ваше сердце было окутано золотым светом. И вы этот свет золотой посылали всем своим близким, родным, все, кто вас окружает, мои хорошие. И я вам также взаимно посылаю золотой свет, что я от чистого сердца вам это все показала, чтобы вы могли себе так же само, как я, это все сделать своими ручками, мои хорошие. Это все делается быстро и легко, мои хорошие. Все. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, мирного неба, самого наилучшего настроения и творческого вдохновения, мои хорошие. Всем пока-пока. Всех благ.